ребята, меня зовут Оля, и Персик, маленький апдейт, Персик с нами, у-у-у! Поставьте по этому поводу лайк и подпишитесь на канал, оставьте комментарий в поддержку канала, нам будет очень приятно. Сегодня мы поговорим с вами о продуктах, так называемых коварных продуктах, с которыми надо быть осторожными, потому что, да, безусловно, все сырые продукты полны витаминов, микро- и макроэлементов, но также в некоторых из них есть вещества, которые могут вызывать брожение, воспаление и прочие неприятности. Обо всем этом и кое-что еще вы узнаете в этом ролике. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь и погнали! Что? Первое, о чем я хотела бы поговорить, это о продуктах, содержащих коварные белки лектины. Эти продукты вызывают воспалительные процессы в кишечнике, также могут спровоцировать синдром воспаленного кишечника, аллергические реакции и даже вплоть до отравления. В каких продуктах содержатся лектины? Фасоль, соя являются рекордсменами. Во всех бобовых присутствуют лектины. Самыми безопасными в этом плане являются маш, нут, чечевица. Они довольно-таки безопасны, поэтому если у вас проблемы с фасолью или соей, то попробуйте маш или чечевицу. Они более неприхотливы в проращивании и будет меньше рисков столкнуться с такой неприятностью, как лектины, большое количество лектинов. А также, если вы не сыроед, прекрасным способом избавления является варка в течение 20-25 минут. Если для вас это позволительно, то большая часть лектинов термически нейтрализуется. Томаты очень богаты витаминами продукт, однако, да, есть такая проблема, опять же, как лектины. Как можно от них избавиться? Основная часть лектинов в томатах находится в шкурке и в семечках. Если вы уберете с томата шкурку и внутреннюю часть семечки, оставите только мякоть, это будет гораздо более безопасно, но лучше в целом, если у вас есть дискомфорт, если вы чувствуете, что у вас какая-то странная реакция организма, обратите внимание, возможно, это такая реакция на томаты. В любом случае, много их есть не стоит, и предварительно лучше удалить косточки и шкурку, если уж у вас очень большое желание есть томаты. Такая же проблема происходит с баклажанами, с кабачками, с тыквой, с кешью. Кешью это, на минуточку, не орех, кешью это бобовый, в кешью огромное количество лектинов, которые также могут вызывать аллергическую реакцию, воспаление, брожение и прочее. Обязательно замачиваем, следим за реакцией. Если реакция, опять же, повторюсь, это не догма. Проблемы далеко возникают не у всех. Но если вы видите, что с вами происходит что-то не так, обратите внимание на эти продукты, исключите их на время и понаблюдайте. Возможно, именно в каком-то из этих продуктов и кроется причина ваших бед. Вот, то есть, если все окей, ешьте на здоровье, прекрасно, там очень много всего полезного, если ваш организм способен все это переваривать. И если нету мира в государстве, то вот на этих товарищей следует обратить внимание особое. Очень осторожно надо быть со всей группой злаковых. К сожалению, у них тоже есть подобные блокираторы. Злаки при проращивании становятся гораздо более легкими в усвоении, и в них повышается уровень их полезных свойств. Тем не менее, это также является группой, которая может вызывать брожение и воспаление в организме. Со злаковыми мы осторожны, исключением является лен. Если вам очень хочется включать какие-то злаковые в свой рацион, лен, семена чиа, семена конопли — это наиболее щадящие продукты среди злаковых. Они невероятно полезные, а возможность негативных последствий от них крайне мала. Следующее, на что стоит обратить внимание, когда вы едите сырые продукты, это правильное сочетание. О том, как правильно сочетать продукты, я рассказывала вам в рубрике о раздельном питании на сыроедении. Я оставлю ссылочки под этим видео. Что касается количества, это тоже очень важная тема. Не стоит переедать тяжелыми продуктами, такие как злаки, как бобовые, как орехи. Это полезные продукты, но их надо есть умеренно. Лучше не больше 100 граммов, и предварительно обязательно их либо проращивать, либо замачивать, если это орехи, допустим.
Также очень осторожно надо быть с фруктами. Фрукты мы едим умеренно, потому что в фруктах огромное количество сахара. Это не рафинированный полезный сахар, но тем не менее это сахар. Если у вас есть склонность к диабету, проблемы и аллергии на продукты с высоким гликемическим индексом, если у вас инсулиновая резистентность, то, пожалуйста, умерьте свой пыл к фруктам. Я знаю, что часто очень хочется сладенького, хочется чего-то съесть вкусненького, там, каких-нибудь ягод, фруктиков, особенно если это чисто сладкие, такие как виноград кишмиш, пожалуйста, умеренно. Необходимо есть не больше 30-45 грамм чистого сахара в сутки. Звучит очень печально, но это чистый сахар. Если брать сам продукт, то это либо несколько фруктов, либо умеренная порция ягод. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Если у вас нет проблем с сахаром, то тут на ваше усмотрение. Однако, опять же, не стоит забывать о том, что среда, в которой присутствует много сахара, очень плодотворна для патогенных паразитических организмов. Даже если вы сыроед, но вы, например, находитесь на фруктарианстве и в неограниченном количестве очень много едите фруктов, вы должны давать себе отчет в том, что это очень лакомая среда для паразитов. Они также прекрасно едят и фруктовый сахар, ничуть им не брезгуют. Поэтому с фруктами это прекрасно, это вкусно, я вас прекрасно понимаю. Их лучше есть с утра в умеренном количестве. Не перегибайте палку, сахар, он и есть сахар, даже если это виноград. И тоже касается любых других подсластителей, если это сыроедческие сиропы, если это любые аналоги сахара, если это мед натуральный или сухофрукты, опять же, в них очень большое количество находится сахара. Едим умеренно, все это надо четко контролировать, лучше не позволяйте себе лишнего, особенно на постоянной основе. Если вы иногда позволите себе побаловаться, особого вреда организму вы не нанесете, но если это будет на постоянной основе, то может повлечь за собой не самые приятные последствия. Также это чревато тем, что ваша эмаль зубов пострадает, зубы пожелтеют или возникнет кариес, потому что большое количество сахара в ротовой полости также разъедает зубы, является хорошей средой, очень благоприятной средой для развития кариеса на зубах. С гиперсладкими продуктами, даже если это полезные сырые продукты, надо быть внимательным, четко давать себе отчет о том, когда и сколько вы их едите. Если вам очень сильно неконтролируемо тянет на сладкое, проанализируйте, возможно, в вашем рационе не хватает жиров. Включите в него большее количество орехов, умеренно, не больше 100 грамм, но, тем не менее, на постоянной основе. Полезные жиры из льна, из авокадо, и вполне вероятно, что ваша тяга будет, если не пропадет полностью, то будет менее выраженной, что, конечно же, приятно. Вам будет проще себя контролировать. Что излишне, то не здраво. Если вы будете составлять свой рацион в меру и с умом, все это будет вам на пользу, на здоровье. Я желаю вам осознанно подбирать свой рацион. Напишите в комментариях, если это видео было вам полезным. Если у вас есть вопросы, смело задавайте их мне, я с удовольствием на них отвечу. Я все всегда читаю. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи в следующем ролике. Пока, ребята!